что Сарану никто не интересен, кроме навыков, которые передал ему его дед. Тем временем Тенши должен встретиться со старейшинами клана. Его друг Рикукин спрашивает, почему он так настаивает на том, чтобы Саран занял его место. Рикукин говорит, что старейшины этого не хотят, но Тенши это не волнует. Они приходят в шатер, где их ждут старейшины. В этот момент Рикукин демонстрирует очень мощную технику, которую он долго скрывал. Этой силы достаточно, чтобы снести крышу над тем местом, где они сидят. Старейшины поражены, а Ракен говорит, что эта техника называется Суэн-Року. Они потрясены, узнав, что Ракен обладает одной из 8 сил, которые привели к войне Кушан, и он скрывал это. Затем он говорит старейшинам, что с радостью передаст эту технику тому, кто победит. Человек, который передал ему эту технику, был Джу Шифу из школы Есей. Он говорит старейшинам, что Шифу назвал ему имена тех, кто его убил. После этого они уходят, и Тенши говорит Ракену, что погоня за его секретной техникой приведет к еще большему хаосу. Ракен говорит, что он на это рассчитывает. Сарану приходится много тренироваться с Хохо. С каждым днем он становится все лучше. Он все еще пытается освоить новую технику, которую ему передали. Хохо не пыталась ее освоить, поэтому она не знает, как помочь Сарану. Сарану даже не верится, что у Хао-Хао нет никаких боевых навыков. Он удивляется, как она может быть такой сильной, если не владеет никакими боевыми искусствами. Хао-Хо рассказывает, что Джо Йен обучает ее секретным техникам. Она использует некоторые из них, чтобы наказать Сарана. Тем временем Джо Йен и Джо Сан узнают, что 3 высокопоставленных членов клана были убиты. Несомненно, они знают, что Зенсей как-то связан с этими убийствами. В это время в доме семьи Нацука все еще пытается очаровать Рин и его сына Кету. Кажется, она отправила Кету с каким-то поручением. Когда он возвращается, то признается, что все испортил. Он убил людей, которых не должен был убивать. Он не хотел этого делать и начал умолять Нацуку. Его отец разозлился и начал бить его за то, что он все испортил. Кету тоже разозлился и встал, чтобы посмотреть отцу в глаза. Нацука пытается их успокоить, но Рин отталкивает ее и говорит, что убьет ее, когда убьет сына. Нацука начинает думать, что ее чары на них больше не действуют. В этот момент появляется Куня из Райна с одним из своих товарищей. Оказывается, это он стоит за тем, что происходит с 2 мужчинами. Прежде чем Нацука успевает заставить его снять чары, Кету хватает отца и откусывает большой кусок мяса у него на шее. Он не останавливается на этом. Он засовывает руку отцу в грудь и убивает его. Он начинает кричать, как будто хочет еще кого-нибудь убить. Когда Рин теряет сознание, он тихо говорит, и сын слышит его. Кету начинает сожалеть о том, что сделал с отцом. Он подходит к отцу и начинает плакать. Товарищи Куня обнимают его и говорят, что все будет хорошо. Затем его спрашивают, кто его 4-й противник. Он отвечает, что его 4-й противник — Шакацу Сей. Шакацу Сей — сын Шакацу Кумэй, и его уважают в мире вне арены. Сей тоже будет участвовать в турнире. Сарану сообщают, что турнир теперь открыт для всех желающих, и он идет в здание, где нужно зарегистрироваться для участия в турнире. Он узнает, что теперь в турнире может участвовать кто угодно. Тем временем Сей и еще один участник Хаку идут на место проведения турнира. В другом месте парня по имени Уя из секты Боту вызывают в покое мастера. Великий мастер сообщает ему, что хочет, чтобы он тоже участвовал в турнире. Великий мастер хочет, чтобы он участвовал в турнире, чтобы узнать, что случилось в прошлом. Уя не очень хочет копаться в своем прошлом, но решает, что подумает об этом. Оказывается, Уя может использовать одно из 8 священных искусств. Вскоре после этого Сорин и его товарищи отправляются на гору, где будет проходить турнир. Сорин встречает Ую у входа на гору. Оказывается, Уя наконец решил участвовать в турнире. Во время разговора Сорин говорит Уе, что участвует в турнире, чтобы узнать, что случилось с его дедом. Он говорит, что для этого ему нужно встретиться с Тенши. Уя удивляется, когда слышит это. Он говорит ему, что теперь он может встретиться с Тенши. Он указывает на себя, чтобы показать, что он Тенши, и что он фотографируется с другими участниками. Затем Тенши отводит его в сторону, и они знакомятся. Тенши удивлен, увидев Сорана, и говорит ему, что он может называть его мастером. На самом деле он считает Сорана своим внуком. Затем он приглашает Сорана в свои покои, чтобы они могли поговорить. Когда они остаются одни, Тенши говорит, что знает, о чем хочет спросить Соран. Он говорит, что настоящее имя его деда Чакайги. Он использовал имя Шикуин, чтобы избежать неприятностей. Но он ничего больше не скажет, пока Соран не заслужит права стать его преемником. Соран пытается убедить Тенши, но тот говорит, что то, что случилось с Чакайги, тесно связано с системой наследования Тенши. После разговора Соран возвращается к Хоху и остальным. Они должны отправиться в главное место, где будет проходить мероприятие. Они поднимаются на вершину горы, где их встречает мужчина. Он говорит, что им нужно пересечь большой овраг, чтобы добраться до места назначения. Но через него перекинута веревка для тех, кто не умеет прыгать или летать над оврагом.
Саран все еще думает, как пересечь овраг, когда появляются люди и перепрыгивают на другую сторону, как будто это ничего не стоит. Приходят еще люди, и все они перепрыгивают через овраг. Саран в шоке, когда видит это. Он не может поверить, что ему придется сражаться с людьми, которые способны на такое. Саран решает использовать вместо этого веревку. Он начинает ползти по веревке, а Хуху идет по ней. Хуху чуть не падает, но ее спасает мужчина, который представляется как Джа Сэрю. Он говорит, что он брат Джа Джогу. Он сообщает Хуху, что пришел, чтобы убить ее за то, что она убила его брата. Но он все равно помогает ей перебраться через ущелье, не создавая проблем. Через некоторое время Саран наконец-то перебирается на другую сторону. Они приходят на соревнования, где видят много участников. Сорин тоже видит там Шинтана и Саяна. Шинтан говорит, что он участвует не для того, чтобы победить. Он участвует, потому что отец велел ему помочь Сарану во время турнира. Он сообщает Сарану, что знает всех участников турнира. Затем он говорит, что ему нужно следить за двумя людьми — Геку и Сеем. Саран и Шинтен видят, как Геку и Сей разговаривают, и Саран пытается поздороваться с ними, но Геку игнорирует его. Он злится и хочет устроить скандал, но Шинтен останавливает его. Он не понимает, что он такого сделал Геку, что тот так с ним обращается. Пока они стоят в толпе, Шинтен оступается, и все слышат, что рядом с ним стоит знаменитый Сорин. Люди слышат это, и все сразу хотят с ним поговорить. Один из парней видит Хаоху рядом с Сараном и спрашивает, будет ли она сражаться с Сараном, но она отвечает, что нет. Она говорит, что пришла сюда, чтобы Сарану не пришлось участвовать в турнире. Она готова устранить любого, кто будет представлять для Сарана угрозу. Люди слышат это и впадают в панику. Вскоре после этого появляются Тенси и старейшины, чтобы начать турнир. Участники должны тянуть жребий, чтобы узнать, в какую группу они попадут и кто будет их соперником. Они будут соревноваться в группах по 4 человека. Только один победитель сможет перейти в следующий этап. Сорин выступает под белым тигром, а Шинтан под черной черепахой. Это значит, что они не будут сражаться друг с другом, и Шинтан этому рад. Первым на турнире будет Хохо против 3 братьев, которые зарегистрировались как один человек. Фактически это будет бой 3 против 1. Хо-Хо-Хо входит на арену, и братья узнают ее. Они знают, насколько она сильна, и сразу сдаются, чтобы Хо-Хо-Хо могла победить. Когда наступает очередь Геку, против него тоже выступают 3. Но он легко их побеждает. Сарану начинает казаться, что ему придется сражаться сразу с 3 противниками. Он думает, как победить 3 мужчин, с которыми ему предстоит сразиться. Теперь очередь Сарана. Он выходит на арену с очень крутым видом, выглядит опасным и говорит как злодей. Он начинает говорить как очень опасный человек, и небо тоже темнеет. Он представляется своим противникам и начинает истерически смеяться. Он говорит им, что удивлен, что они осмелились бросить ему вызов. Троица знает, что он внук Шакана, и они ничего другого от него не ожидали. Он продолжает их провоцировать и даже называет насекомыми, недостойными того, чтобы с ними сражаться. По его словам, они понимают, что он очень уверен в себе, и у них могут возникнуть проблемы. Он называет их трусами за то, что они решили объединиться против него. В этот момент один из парней решает, что лучше будет сразиться с Сорионом по очереди, чтобы доказать, что они тоже сильные. Сорин снова начинает задираться. Он садится на пол и говорит, что не примет вызов того, кто себя не проявил. Он хочет посмотреть, кто из троицы самый сильный. Троица не теряет времени и начинает драться друг с другом, чтобы определить победителя, который потом бросит вызов Сарану. Один из них побеждает и говорит, что готов сразиться с Сараном. Саран просит его успокоиться перед боем. Он говорит ему восстановить силы и сосредоточиться на главном. Он хочет сразиться с ним, когда тот будет в лучшей форме. Победитель садится и закрывает глаза, чтобы подготовиться. Пока он это делает, Саран встает и подходит к нему. Он застает его врасплох и избивает. Таким образом, Саран становится победителем, но зрители называют его бесстыдником. Сарану, похоже, все равно, потому что его грязный трюк сработал, а это самое главное для него. Позже Джайон приглашает Сарана посмотреть матч Сея вместе. Он говорит, что Саран не захочет пропустить этот матч. Джасан говорит, что ему тоже интересен Сей, потому что в их семье используют особую технику. Джайон говорит, что на турнире много сильных бойцов. Геку и Сей не единственные, кого им стоит опасаться. Перед началом матча Сей активирует магический круг, а затем вступает в бой с троицей, которая выступает против него. Один из 3 бойцов понимает, что Сей что-то активировал, и решает атаковать его издалека, но это не помогает. Троице трудно к нему подобраться и уж тем более ударить его. После того, как Сей изящно побеждает 2 из 3 бойцов, последний сдается, не дожидаясь, пока его нокаутируют. После матча Сей находит своего младшего брата Хаку и спрашивает, как прошел его матч. Он удивляется, узнав, что его брат проиграл. Он говорит, что никто из бойцов не смог бы победить его, кроме Геку. Затем Хаку признается, что испугался, когда столкнулся лицом к лицу со своим противником Кинмо. У него помутилось в голове, и он забыл все приемы кунг-фу, которые знал. Сей говорит ему перестать плакать, потому что он отомстит за него в следующем матче.
Хаку говорит, что у Сея не будет шанса отомстить, потому что Кинмо уже проиграл игроку, которого они раньше не знали. Человек, о котором он говорит, никто иной, как Ая. Сей удивляется, услышав это имя, и говорит, что все становится интереснее. Ему не терпится сразиться с Айей, чтобы посмотреть, на что он способен. Позже Сорен спрашивает Джо Яна и Джо Сана, какой техникой кунг-фу владеет Сей. Джо Сан рассказывает, что его семья владеет техникой, которая позволяет предугадывать движение противника и уклоняться от его атак до того, как они нанесут удар. Это очень редкая техника, которая позволяет ему погружаться в мир пространства и времени. Это заклинания и расчеты, которые он сделал перед началом матча. Благодаря этому его противники не смогли нанести ему ни одного удара. Саран задается вопросом, сможет ли он победить кого-то вроде него, и Джо Сан говорит, что сможет. Вскоре Саран находит одного из участников, Зуру и девушку, которые спорят. Оказывается, они делают ставки на сайте, чтобы узнать, кто, по их мнению, выиграет турнир. Саран просматривает коэффициенты и понимает, что он не в числе фаворитов. Гиоку и Сей – одни из фаворитов на победу в турнире. Кроме того, Саран понимает, что Джао тоже высоко оценивают. Он задается вопросом, почему Джао так высоко оценивают, и Зор сообщает ему, что Джао считается мастером оружия в своей семье. Его матч, который был днем ранее, тоже был потрясающим. Он сражался сразу с 3 противниками и даже умеет управлять 6 ножами одновременно. Джао даже не вспотел, пока побеждал своих противников. После завершения отборочных этапов осталось 32 участника. Больше не будет возможности для командной работы, потому что они будут сражаться друг с другом 1 на 1. Саран берет карточку, чтобы узнать, что его следующий соперник – Зен. Зин видит это и говорит, что ему стоит быть осторожнее с Дзеном, потому что тот очень сильный противник. По его словам, соперники, с которыми он сталкивался на ранних этапах, не продержались и минуты. Саран видит Дзена вдалеке и снова пытается заговорить с ним, но тот, как обычно, игнорирует его, и это еще больше задевает Сарана. Он все время задается вопросом, почему Дзен так странно себя ведет по отношению к нему. Саран садится с 2 помощниками Дзена, чтобы поговорить с ними о том, как Дзен к нему относится. Один из них признается, что Дзен так себя ведет, потому что завидует Сарану. Он напоминает Сарану о Раху, который тот использовал, когда они сражались друг с другом. Он говорит, что черный Раху Дзена известен как Ингуай. Это значит, что его Раху испорчен и не чист, как у Сарана. Раху Сарана, напротив, известен как Югуай. Раху Сарана чист и не испорчен. Вот почему он белый, а у Дзена черный, потому что он испорчен. Той ночью Хуху будет Сарана и просит его пойти с ней. Она ведет его вглубь леса, где показывает ему уже связанного Дзена. Она слышала, как Шинтон говорил Сарану, что Дзен опасен. Поэтому она похитила его, чтобы похоронить заживо, чтобы ему не пришлось с ним сражаться. Саран останавливает ее и говорит, что она поступает неправильно. Он развязывает Дзена, чтобы тот мог освободиться. Дзен в ярости и пытается напасть на Хуху, но Саран останавливает его. Он умоляет его успокоиться, чтобы они могли найти простое решение проблемы. Он говорит Дзен, что у него есть идея, и Дзен успокаивается, чтобы выслушать его. На следующее утро участникам сообщают, что одновременно пройдут 4 матча. Для этого будут задействованы 4 арены. В первом раунде будут сражаться Уя против Тецу, Рику против Кумо, Сен против Кинки и Сайроку против Рэй. Матчи начинаются, и Кинка явно опасается силы телепортации Сена. Она старается держаться от него подальше, чтобы избежать лишних ударов. С другой стороны, Кумо говорит Рику, что не хочет с ней драться. Он предлагает ей сдаться, но она отказывается, хотя Кумо действительно может победить ее без особых усилий. К удивлению, Кумо отказывается от боя и признается, что уже поклялся не бить женщин. Бой между Саяном и ее соперницей продолжается, и Кинке трудно блокировать атаки Саяна. По всем расчетам, она понимает, что не сможет победить Саяна. Она не теряет времени и сдается, отдавая победу Саяну. Кинку называют живым компьютером. Она способна рассчитать свои шансы на победу в бою, чтобы понять, сможет ли она победить. Сейчас идет бой между Уей и Тёцу. Тёцу атакует, а Уя, кажется, просто развлекается и пока не настроен серьезно. Техники Тёцу позволяют ему выпускать из своего тела КАИ, как пули. Это позволяет ему пробивать любую защиту, с которой он сталкивается. Тёцу уверен, что выиграет бой, но Сей, наблюдающий за боем с трибуны, знает, что Уя просто не воспринимает его всерьез. Ая быстро применяет технику, которая заставляет Тецу защищаться. Затем Тецу меняет свое тело, чтобы, как он утверждает, стать неуязвимым. Он уверенно стоит перед Айей, уверенный, что не сможет его ранить. Ая спокойно наносит ему 3 удара, но Тецу все еще держится. Он продолжает говорить, пока Сей не привлекает его внимание к его спине. Он оглядывается и видит, что все удары Аи прошли сквозь него и попали в стену позади него. Он понимает, что мог умереть от этих ударов. Так Ая выигрывает бой, хотя выглядит очень расслабленным. Саран видит это и удивляется, почему Ая выглядит таким безразличным во время боя. После окончания первого раунда начинается второй. Это бой между Зуру и Геку, а Хуху будет сражаться с парнем по имени Никин. Никин уверен, что быстро справится с Хуху.
Он даже смущен тем, что ему предстоит сражаться с женщиной. Хуху не теряет времени и наносит удар Никену еще до того, как ей сообщают, что бой не начался. Она отходит назад, чтобы судья объявил начало боя. Никен демонстрирует свою технику, и она оказывается яркой. Он атакует Хуху, думая, что она оцепенеет, и это будет легкая победа для него. Однако Хуху наносит ему смертельный удар в голову и говорит, что его атаки очень слабые и неэффективные. Никен злится и пытается использовать другую технику, но Хуху легко отражает его и сбивает с ног. Пока он валяется на полу, проиграв бой, Никен думает, что Хохао ненормальный. Он уже встречал таких, как она, и их кай всегда был прозрачным. Это называется полным разрушением души. Он понимает, что у Хохао точно нет никаких воспоминаний, потому что ее душа была стерта, а разум и тело остались нетронутыми. Сейчас начнется третий раунд, в котором будет участвовать Саран. Его соперником будет Зен. Когда Саран выходит на арену, зрители и другие участники начинают освистывать его за бесстыдство. Они называют его мусором и придумывают другие обидные прозвища. Они уже ждут от него худшего. Они уверены, что он снова пришел жульничать в этом матче. На трибунах Юки подходит к Кумо и Кинке и сообщает, что Рикукин спрашивал о них. Оказывается, отец Шитона пришел посмотреть на бой Сарана с Зеном. После нескольких минут ожидания, когда Зен так и не появился, Саран объявляется победителем. Зрители снова начинают его освистывать. Они задаются вопросом, что он сделал с Зеном, что тот не вышел на бой. Когда Саран уходит с арены, один из тех, кого он победил на предварительных этапах, выходит, чтобы сразиться с ним. Он утверждает, что Саран победил его нечестно, и теперь они должны сразиться честно. Саран смотрит на него и без всякого стыда отказывается от вызова. Его уже и так называют бесстыжим, так что нет смысла это менять. Чунхао смеется, когда видит это, а Шитон спрашивает отца, что ему нравится в Саране. Отец говорит ему, что нужно поддерживать хорошие отношения с Саран, и однажды он поймет, почему она такая замечательная. Тем временем двое старейшин Теншифу Раджи и Уи тоже присутствуют при этом и видят так называемого Саруна. Они решают пригласить Саруна в свои покои, чтобы поговорить с ним, хотя Тенши не давал им на это разрешения. Позже Юки сообщает Ракен и ее товарищам, что Кесо убивает всех, кто участвует в турнире. Он действует по приказу Зинсея. Вскоре к Саруну подходят двое стражников и сообщают, что Джи и И хотят с ним поговорить. Сарун ищет Хохо, но забывает об этом и идет за стражниками. Тем временем Хохо занята с мошенницей-провидицей, которая собирается ее обмануть. В этот момент появляются Чонхао и его дети, чтобы остановить представление. Чонхао спрашивает ее, знает ли она, где Сорин, и это напоминает ей, что Сорин должен был закончить свой бой, но она его не видела. Она уходит искать Сарина. А Сорин тем временем приходит в дом, где его ждут Джи и Гэ. Они не теряют времени и сразу говорят о своих намерениях. Они хотят, чтобы он научил их стилю Катиган, который передал ему его дед. Сорин говорит старейшинам, что понятия не имеет, о чем они говорят, потому что отец не передавал ему никаких стилей. Тогда старейшины просят Кью использовать свою технику на Саран. Саран понимает, что Кью старший брат Рю, и у них обоих есть одна и та же способность, которая позволяет им заглядывать в души людей. Они оба внуки Раджи. Затем Кью говорит Сарану, что хочет научиться этой способности, чтобы использовать ее против Рю. Он объясняет, что Рю навредил их семье, включая его сестру. Саран напуган, но Кью уверяет его, что его способность безвредна. Ее можно назвать детектором лжи. Она нужна, чтобы понять, говорит ли Саран правду. Он собирается применить эту способность к Сарану, когда появляется Хуху. Саран удивляется, как Хуху удалось его найти. Он не хочет, чтобы она встречалась со старейшинами, но уже поздно. Он уверяет Хуху, что Кью в безопасности, и она не должна нападать на него, пока он использует на нем свою способность. Сёрена спрашивают, передал ли ему дед стиль Китаиген, и он отвечает, что нет. Затем Хью говорит старейшинам, что Саран говорит правду, и они могут его отпустить. Они собираются задать ему еще несколько вопросов, когда появляются Джоан и его брат. Они говорят старейшинам, что Саран работает в службе экспресс-доставки, и с ним не стоит связываться. Старейшины злятся, что Джоан и Джо Ян пришли как раз тогда, когда они собирались разобраться с Сораном. Им ничего не остается, кроме как отпустить его. Однако перед тем, как он уходит, они говорят Сарану, что его дед связан с Зинсеем, поэтому ему пришлось сменить имя. Они добавляют, что больше ничего ему не расскажут. Они просят его обратиться к Тенши, если он хочет узнать больше. Затем сцена переключается на матч между Сеем и его соперником, Кухином, который использует огонь. Кухин атакует Сея несколькими огненными атаками, но Сей кажется спокоен даже под давлением. Он продолжает бегать, одновременно играя с Кухином. Вскоре Кухин становится очень серьезным и атакует Сея мощной огненной атакой, которая заставляет Сея насторожиться. Он отбрасывает Сея назад, но Сей отвечает атакой, которая нейтрализует часть огненных атак Кухина. Геку наблюдает за матчем с трибуны и уверен, что Сей станет победителем благодаря своей удивительной технике. Кухин не сдается и продолжает атаковать Сея изо всех сил.
Вскоре он расстраивается и просит Сея тоже хорошенько с ним сразиться. Сей становится серьезным и активирует технику, позволяющую ему использовать огонь. Они оба атакуют друг друга огненной техникой, от которой вся арена окутывается дымом. В итоге Сей становится победителем матча. После матча у него взяли интервью, и он сказал, что Кухин – самый сильный противник, с которым он сталкивался с начала турнира. Он уверяет Кухина, что говорит это не для того, чтобы польстить ему. Кухин надеется, что они еще раз встретятся в будущем. После того, как интервьюер заканчивает интервью с Сеем, он подходит к Саурону и кто-кто, но Саурон не обращает на них внимания. Кто-кто стоит одна, когда появляется мужчина и начинает с ней разговаривать. Похоже, это что-то вроде допроса. Сорен появляется как раз вовремя, чтобы остановить допрос, прежде чем Хо расскажет мужчине то, что ему не следовало бы знать. Позже Сорен и Хо присоединяются к Джоан на арене, где она ждет начала матча между Шушу и Рюаном. Джоан уверяет их, что матч будет интересным, и они тоже могут остаться посмотреть. Матч начинается, и Рюан использует свою духовную технику, чтобы изгнать свой дух из тела и напасть на противника. Он знает, что Шушу атакует дух, поэтому заранее изгоняет свой дух, чтобы не дать Шушу преимущества. Он нападает на Шушу своим духовным телом, и это становится большой проблемой для Шушу. Он начинает тяжело дышать. Он не знает, как победить Рюана. Вскоре он использует технику, которая создает вокруг него облако из воздуха и рассеивает дух Рюана, но вместо этого его атакует дух брата. Брат избивает его и приказывает сдаться. У Рюмона нет выбора, кроме как подчиниться брату, иначе он получит еще больше выговоров. После окончания матча Ринку сообщает группе, что ее отец, Рикукин, хочет их видеть. По пути в его покое Саран сомневается, стоит ли показывать Хохо Рикукину и старейшинам. Но потом он вспоминает, что двое старейшин уже видели ее, так что нет необходимости снова прятать ее. Саран очень хочет защитить Хохо, и братья Джо наконец понимают, почему их отец оставил Хохо на попечение Сарана. Они приходят в покое Тенши и видят там Дэн и Рикукина, которые ждут их. Тенши уверяет Сарана, что ему нечего бояться, потому что Дэн был его наставником, как и его дед. Это делает Дэн наставником Сарана. Саран слышит это и падает на колени, чтобы поклониться Дэну. Он саркастически благодарит Рикукина за то, что тот привел на турнир больше людей, чтобы они могли побороться за право овладеть его техникой. Рикукин уверяет Сарана, что сделает для него все, что угодно. Это в благодарность за то, что он причинил ему столько неприятностей. Тенши смотрит на Хуху, который стоит позади Сарана. Он спрашивает, кто эта девушка, и Саран просто отвечает, что она одна из курьеров. Рикукин хочет узнать больше, но Тенши говорит ему, чтобы он забыл об этом. Затем Тенши и Рикукин решают рассказать группе, зачем они здесь. Кесут выходит вперед. Он выглядит забавно с фиолетовыми глазами. Он очень слаб и просто садится там, где его посадили, не доставляя никому проблем. Рикукин встает и говорит группе, что они видели, как Кесут бегал по горе, убивая людей. Они решили закрыть на это глаза, чтобы он оставил больше следов, ведущих к Зинсею. Однако все изменилось, когда он пошел за человеком по имени Ту. Оказывается, Ту одержим мифическим существом по имени Спрайт. Он объясняет, что есть животные, которые научились использовать свой ключ. Спрайт – одно из таких животных, и они довольно сильны. Им потребовалось много времени, чтобы убедить Спрайта освободить Кесута. Но разум Кету уже помутился из-за нападения духа. Им нужно допросить его о планах Зинсея и тому подобном. Джоан говорит, что экспресс-доставка и люди из Рикукина на самом деле работают вместе, чтобы уничтожить Зинсея. Поэтому они предложили технику Рикукина и Китайгена, чтобы выманить Зинсея. После того, как они поговорили об этом, Джоан говорит, что им пора уходить. Но как только они собираются уходить, Сорен падает на колени и умоляет Тенши сказать ему, действительно ли его дед связан с Зинсеем. Он говорит, что слышал это от Джи и хочет узнать, правда ли это. Он умоляет Тенши сказать ему правду, потому что больше не может ждать окончания турнира. Рикункин говорит Тенши, что расскажет Сарону все, если тот не готов услышать правду. Он считает, что Сарон достаточно настрадался и заслуживает знать правду. Тенши соглашается, что они должны рассказать Сарону правду. Рикункин просит Рин и остальных выйти из комнаты, чтобы они могли поговорить с Сароном наедине. Когда они остаются одни, Рик говорит Сарону, что его дед действительно присоединился к Зинсею и присягнул ему на верность. Он добавляет, что человек, создавший технику, которой он сейчас пользуется, тоже присоединился к Зинсею. Даже дед Чона Хао был среди тех, кто присягнул Зинсею. Всего 36 человек присягнули Зинсею на верность. Эти 36 человек были известны как 36 мятежников. Лидеры разных стилей были в ужасе от этого и не верили, что их ученики объединятся с Зинсеем. Тогда лидеры приказали уничтожить повстанцев. Дэн и Тенши решили, что они сами отправятся за Кайги. Они умоляли своего учителя позволить им пойти за Кайхи и вернуть его. Так они смогут защитить его в горах, подальше от остальных. Учитель согласился и сказал им идти за своим другом.
Той ночью Тенши и Дэн покинули гору, чтобы найти Кайхи. Но на Дэна напали какие-то неизвестные люди. Они требовали сказать, где Кайхи. Он был смертельно ранен, и следы от ран до сих пор видны на его теле. Саран слышит это и сразу же расстраивается. Он понимает, что Дэн пострадал из-за своего деда. Теперь Дэн вынужден передвигаться в инвалидном кресле, и, похоже, он даже ослеп. Саран падает на колени и начинает умолять Дэна от имени своего деда. Дэн подходит к нему и говорит, что они никогда не винили Кайхи в случившемся. Они знают, что Кайхи заботится о своих друзьях и не хочет причинять им неприятности. Поэтому он не хотел возвращаться в горы и ушел один. Дэн говорит Сарану, что бы ни случилось, он все равно считает его своим внуком. Он уверяет Сарана, что всегда может обратиться к Теншифу. Во время разговора Хуху выходит из комнаты. Она выбегает на улицу и начинает вести себя агрессивно. Саран пытается остановить ее, но получает свою порцию побоев. Сарану это не кажется странным, и он говорит, что знает, почему Хуху так себя ведет. Он уверяет ее, что тоже поможет ей найти свой дом. Когда она это слышит, на ее глаза наворачиваются слезы, и она успокаивается. Позже в тот же день Никен, Рин и Юки подходят к Сарану и просят показать им его мужское достоинство. Они хотят рассмотреть его печать и изучить ее. Саран начинает возмущаться, но в итоге соглашается. Позже ему сообщают, что вечером будет вечеринка, и его приглашают. Той ночью Сорин идет на вечеринку, и Хуху тоже идет с ним. Пока все веселятся, Геку разговаривает с Сэем. Они как раз обсуждают это, когда к Геку подходит один из его друзей. Сэй встает и отходит от них. Он говорит, что не готов слушать их скучный разговор. Женщина спрашивает Геку, почему он ревнует Сарана. Он признается, что странно себя ведет с Сараном. Из-за разницы в их райха он уже подумывает извиниться перед ним. Но Сэй подслушивает их разговор с помощью техники, о которой они не знают. Позже Никен подходит к Джоан и Джояну. Он угрожает им и говорит, что хочет задать им несколько вопросов, на которые ему нужны честные ответы. Он спрашивает, не обижали ли они Сарена и Хуху. Они отвечают, что нет. Затем он спрашивает, как они наняли Хуху, но они решают не отвечать на этот вопрос. Эти двое понимают, что Никен должен что-то знать о ней, и именно по этой причине он задает им те вопросы, которые задает. Затем он признается во всем и говорит, что расскажет им обо всем, что он узнал о Хохо. Однако ему нужно знать, есть ли у этих двоих добрые намерения по отношению к Хохо. После того, как он убедился в этом, он начинает задумываться, как он расскажет им о больной душе Хохо. В другом месте Саран и Хохо развлекаются каждый по-своему. Джо-сан говорит своему брату, чтобы тот позволил им обоим повеселиться этой ночью. Совершенно очевидно, что Саран уже пьян, когда он снимает штаны, чтобы показать свое мужское достоинство и печать на нем. На следующее утро Сорин приходит в себя и начинает задаваться вопросом, не совершил ли он чего-нибудь постыдного за ночь. Он узнает от Джо-сана, что они видели его маленького огурчика накануне вечером. Все начинают смеяться над ним. Саран спрашивает Зура, делал ли он снимки, и тот отвечает, что нет. Он делает только хуже, когда говорит, что записал видео вместо фотографий. Похоже, Ханна тоже сделала снимок, и она была одержима этим. Кажется, она не может оторвать глаз от маринованного огурца. Сорин вскоре узнает, что жребий брошен на его следующий соперник Тао. Он понимает, что все, что ему осталось, это тяжелые поединки. Даже если ему удастся победить Тао, ему придется сразиться с Сэем или Уей. Они оба опасны, и с ними лучше не связываться. Он нашел способ справиться с этой проблемой. Он позвал Зора в уединенное место, чтобы договориться с ним. С другой стороны, Ву-Ву будет сражаться с Шушу. Никон предупреждает ее, что Шушу – опасный противник, и у нее не будет шансов, если она не умеет пользоваться дальнобойными снарядами. Шушу бьет Никона по голове за то, что тот раскрыл ей свои планы. Но Ву-Ву даже не обращает внимания на его слова. Они выходят на арену. Зрители уже заняли свои места. Среди них есть и старейшины, которые пришли посмотреть на бой. Сэй и его брат тоже здесь. Хаку спрашивает Сэя, почему он хочет посмотреть на бой Ву-Ву, а не Сарана. Сэй говорит, что пошел за старейшинами, чтобы узнать, какой бой они собираются смотреть. Он хочет знать, почему они так интересуются Ву-Ву, на которого никто не обращает внимания. С другой стороны, ты ждешь, когда на арену выйдет Саран. Люди надеются, что он победит бесстыжего Сарана, и тогда они будут счастливы. Проходит несколько минут, прежде чем Саран выходит на арену, и все уже думают, что он проиграл. Войдя на арену, он идет прямо к Тао, который уверен, что легко победит Сарана. Циан и ее отец тоже пришли посмотреть на бой между ними, и Циан считает, что Саран проиграет Тао. Бой начинается, и Саран сразу же переходит в атаку. Тоу удивлен и получает несколько ударов, прежде чем успевает придумать новую стратегию. Затем он окутывает свое тело ядовитым туманом, который станет для Сарана смертельным, если он соприкоснется с ним. Саран был шокирован, когда узнал, что Ту пользователь тумана. Оказывается, в прошлый раз Саран звонил Зуру, чтобы спросить, какими силами обладает Ту. Во время разговора он узнал, что Ту пользователь тумана. Саран услышал это и разозлился. Он вспомнил, что в прошлый раз его дедушку убил пользователь тумана. Вот почему он не может сдержаться, когда видит двух пользователей. Вот почему он напал на них издалека.
Он знает, что Ту не виноват в смерти его дедушки, но он не может контролировать себя, когда видит двух пользователей. Тем временем началась битва между Хо-Хо и Шу-Шу. Старейшины поняли, что Хо-Хо много тренировалась, но сражалась грубо. У нее не было четкого плана. Тенси сказал, что когда он видел ее в последний раз, у нее в глазах не было света. Этого можно достичь только после 100 лет тренировок. Они уверены, что она не настолько стара, и у нее не может быть такого опыта. Они пришли к выводу, что Хо-Хо сражается инстинктивно. Рикукин сказал, что пытался узнать о ней, но единственное, что ему удалось выяснить, это то, что она работает в службе экспресс-доставки. Больше никакой информации о ней нет. Вернемся к битве с Ариной и Тао. Сорин победил Тао, не дав ему возможности нанести ни одного удара. Шитин спросил отца, сильнее ли Сорин, чем Тао, но тот ответил отрицательно. Он объясняет, что Тао недооценил Сарана с самого начала игры, потому что Саран никогда не показывал свою силу в предыдущих боях. Это дало Сарану преимущество, и он смог нанести Тао сильный удар, прежде чем тот успел опомниться. Все на арене были поражены этим. Они не могли понять, как Сарон смог победить Тао. Зен тоже был на арене, и кто-то спросил его, почему он отказался от боя с Сараном. Затем сцена возвращается к той ночи, когда Хуху пытался убить Зена, а Саран умолял его не принимать это близко к сердцу. Саран предложил сразиться 1 на 1, и именно во время этого боя Зен понял, насколько он слаб против Сарана. Он также понял, что Хуху очень силен в ту ночь. Вот почему он не пришел на свой бой, потому что понял, что ему нужно снова начать тренироваться. Сейчас, в настоящем, Сорин заканчивает свой бой и направляется на другую арену, чтобы посмотреть на бой Хуху с Шушу. Он узнает от Джоанны Чжоу Яне, что Хуху борется с Шушу. Во время боя Хуху вспоминает, что ей сказал Никин. Она должна использовать дальние атаки, если хочет победить Шушу, говорит он. Хуху вспоминает, как несколько месяцев назад Йо Джон сказал ей, что ей нужно улучшить свои навыки дальних атак, если она хочет выжить в бою с некоторыми противниками. Тогда Хуху впервые использовала Кай для атаки. Она тогда стреляла по банкам, чтобы потренироваться. Сейчас, в настоящем, она выпускает из своего тела большой шар Ки и направляет его в сторону противника. Шушу удалось увернуться от атаки, но он понял, что если бы Ки попала в него, то ему бы пришел конец. Хуху снова атакует, но Шушу удается уклониться. Он смеется над Хуху и говорит, что ей нужно сделать свои снаряды быстрее, если она хочет попасть в него. Хуху меняет тактику и делает снаряды намного быстрее. Шушу некуда бежать, и он получает удар. Но боли он не чувствует, как ожидал. Тогда Хуао понимает, почему так происходит. Она тренировалась только на консервных банках, а не на людях. Она не может приспособиться к уровню, на котором нужно бить противника, чтобы он получил повреждения. Старейшины смеются над этим и удивляются, почему Хуху такая глупая. Джо Йен кричит ей с трибун, чтобы она усилила свои атаки, но она отвечает, что понятия не имеет, как это сделать. Она тренировалась только на консервных банках. Но она уверена, что не проиграет Шушу. Затем Шушу заряжает мощную атаку и стреляет в Хуху, но она уклоняется от атаки. Она смогла предугадать, куда он будет бить. Она успевает приблизиться к Шушу, прежде чем он понимает, что происходит. Она блокирует одну из его атак во рту. Так она выигрывает матч. Сей говорит своему младшему брату, что Хуху не предугадывала атаки. Она смотрела на то, как Хуху дышит, чтобы рассчитать свои движения. Хуху оборачивается и видит, что Шушу теряет контроль над собой. Его душа вот-вот покинет тело. Тенши хочет вмешаться, но Ракукин говорит ему, чтобы он не вмешивался, пусть молодые сами разбираются. Хуху открывает рот, чтобы поглотить душу Шушу, чтобы она не вырвалась наружу. Она делает это, потому что это слишком рискованно и выглядит глупо и безрассудно. Она наполняется поглощенной душой и с трудом дышит. Тенши снова хочет вмешаться, но Ракукин останавливает его. В этот момент Сей прыгает на арену и создает барьер, чтобы душа не вырвалась наружу. Затем Ая присоединяется к нему и создает пространство, куда Хуху может выпустить осколки души. Она делает это, и Ая возвращает душу Шушу в его тело. Он теряет сознание, но остается жив. Тенши хлопает в ладоши и говорит, что молодые заслуживают уважения. Поскольку Ая и Сей находятся на арене вместе, судья предлагает им начать бой, и они соглашаются. Все на арене ликуют, когда слышат это. Джоан говорит Сарану, что Уя мастер тайцзи, но нет никаких признаков того, что его техника сработает против Сея. Перед началом боя Сей говорит Уе, что будет ожидать от него лучшей игры на пределе возможностей. Уя делает, как ему сказали, и бросается на Сея, но тот легко уклоняется от атак. Уя продолжает нападать на Сея, но тот легко блокирует все его атаки. В итоге Сей ранит Ою в лицо, и Оя понимает, что Сей мог бы убить его, если бы не сдерживался. Ая знает, что Сей тоже фэншуй. Люди удивляются, когда узнают, что Ая тоже фэншуй. Ая спокойно начинает говорить с Сеем. Теперь он признал, что Сей очень силен. Серьезным голосом Ая спрашивает Сея, проигрывал ли он когда-нибудь раньше. Затем он спрашивает, готов ли Сей признать поражение, которое унизит его достоинство.
Затем он подходит к Сею и говорит, что даст ему шанс оценить свои шансы. Они оба, как он и сказал, фэн-шуй, и он хочет, чтобы Сей оценил свою судьбу. Он говорит Сею, что не пытается быть грубым, но предлагает ему сдаться и пойти домой. Сей отказывается и активирует мощное заклинание. Он бросает огромный валун Вою, но тот с легкостью отражает атаку. Ая спрашивает Сея, предсказывал ли он свою судьбу, чтобы понять, что его борьба бессмысленна. Сей отказывается сдаваться и говорит, что готов пойти на крайние меры, чтобы узнать правду. Он активирует мощное заклинание, которое ярко освещает середину арены. Его брат видит это и начинает плакать, потому что знает, что Сей уже рискует своей жизнью только потому, что не хочет проигрывать. Сей бросается на Ою на полной скорости, но Ая уворачивается от его атак и наносит смертельный удар в грудь. Сей начинает истекать кровью, но все еще не готов признать поражение. Его брат уже плачет, потому что знает, что упорство Сея приведет к его смерти. Сей пытается применить мощное заклинание, которое может лишить его жизненной силы, и Юя быстро хватает его, чтобы остановить. Он говорит, что не стоит так глупо себя вести. Сей настаивает, что ему нужно знать, каким искусством владеет Юя. Ему нужно понять, какая техника привела его к поражению. Юя жалеет, что пришел на турнир. Он говорит, что его спокойная жизнь закончилась. Затем он просит Сея посмотреть на его технику, чтобы понять, действительно ли она такая же. Сей смотрит и понимает, что Юя не просто движется в направлении удачи и неудачи, он покорил пространство и время и может легко изменить ход битвы в свою пользу. Он напоминает Сею, что один из его предков тоже так умел. Увидев все это, Сей вынужден признать поражение, и Юя объявляется победителем. Тенши и остальные старейшины задаются вопросом, какой техникой владеет Ая, что делает его таким грозным. Поразмыслив, старейшины приходят к выводу, что Ая использует одно из 8 секретных искусств, и называется оно Фукучимен. Наступает время битвы между Джа и Сайном. Отец Сайн говорит ей, чтобы она не перенапрягалась во время боя, потому что он не хочет, чтобы семья Джа пострадала еще больше. Выйдя на сцену, Джа, как обычно, звонит матери, чтобы поговорить с ней. Сайн злится и бьет его по лицу, разбивая телефон. Джа начинает паниковать и говорит, что его мама будет волноваться, потому что связь внезапно пропала. Он начинает искать телефон, чтобы позвонить своей маме, и отец Саяна дает ему свой телефон, чтобы он позвонил своей матери. Он сообщает матери, что будет драться с женщиной. Его мать говорит, чтобы он отдал телефон Саяну, чтобы она могла поговорить с ней. Он так и делает, и его мать говорит Саяну, чтобы он сделал все возможное, чтобы победить Джа, и тогда он сможет вернуться домой без промедления. Саян соглашается и уверяет женщину, что она сделает все возможное, чтобы победить Джа. Начинается бой, и Саян первым бьет Джа в челюсть, прежде чем тот успевает сообразить, что происходит. Тем временем Сорин просит Хуху помочь ему разобраться с Айой, чтобы ему не пришлось с ним драться. Ая соглашается и покидает арену. Затем Сорин берет телефон, чтобы с кем-то поговорить. Оказывается, что человек, с которым он разговаривает, это Р.О. Рю. Сцена переносится на несколько месяцев назад, когда Рю показывает Сорену последнее изображение, которое его дедушка видел перед смертью. Затем Сорин обменивается контактами с Рю, чтобы они могли продолжить разговор. Он уверяет Рю, что не хочет иметь ничего общего с сенсеем. Он хочет иметь дело только с Рю. Сейчас, в настоящем, Рю пишет Сорену, что он тоже находится в горах. Он кого-то ищет, но пока не скажет, кого именно. Затем Сорин спрашивает его, правда ли, что он причинил вред своей семье. Рю отвечает, что он не причинял вреда своей семье, не говоря уже об убийстве сестры. Он говорит, что его подставили. Бой между Саяном и Джа продолжается. Джай говорит, что ему нужно победить Сору, чтобы сразиться с Хуху и отомстить за брата. Однако Сора говорит, что тоже хочет этого. Она уверяет Джая, что будет сражаться с Хуху вместо него, но Джай упрям. Они продолжают сражаться и уже выглядят измотанными. Они довели друг друга до предела. И отец Саяна видит, что его дочь действительно старается и выкладывается по полной. Он просит ее отступить, но Циан не готова слушать отца. Тогда они решают использовать свои самые мощные приемы одновременно. Циан приберегала этот прием для Хуху, но теперь она не против использовать его против Джая. Циан не готова сдаться, и Джай тоже не готов сдаться. Они бросаются друг на друга. Джай бросает в Циан несколько ножей, а она открывает несколько пространственных порталов, чтобы изменить траекторию полета ножей, но при этом задевает и Джая. Они падают вместе, и Саран думает, что это ничья, пока Сора не встает. Кажется, что в последнюю минуту они изменили траекторию своих атак, чтобы убедиться, что не получили смертельных ранений. Сора единственная, кто может стоять на ногах, и она объявляется победительницей. Однако за время боя Циан и Джай сблизились. Кажется, они действительно понимают друг друга. Позже Хуху говорит Соре, что все еще следит за Ая. Она ждет, пока Ая уснет на дереве, и только тогда нападает. Хуху хватает Ая, пока тот спит, и связывает его, чтобы похоронить. Она начинает копать яму и заливает в нее воду, чтобы яма превратилась в грязь. Она хочет, чтобы Ая была надежно заперта в яме, когда она его сожжет.
Она знает, что Ая сильная, поэтому ей нужны надежные меры. Ая использует свои временные способности, но это не помогает Хуху. Он меняет ход событий с помощью своих сил и закапывает Хуху в яму. Он думает, что с Хуху уже покончено, но он в шоке, когда Хуху вырывается из ямы с помощью своего мощного ключа. Она берет лопату и снова идет за Уя. В другом месте Сорен видит, как Ракукин гонится за Тенши. Сорен спрашивает Шиньяна, почему это так, и тот объясняет, что Гоку победил Рин в худшем из возможных исходов во время их поединка сегодня днем. Ракукин гонится за Тенши из-за этого. Он хочет наказать Тенши за то, что она позволила своему ученику победить его дочь. После этого Шинтан и Сорен направляются в комнату, где Саян и Джа проходят лечение. Войдя, отец Шинтана хвалит его за бой с противником. Сцена меняется на бой Шинтана с Юфуку. Юфуку – человек, одержимый духом Рюкансея. Ю уверен, что сможет победить Шинтана, но Шинтан удивляет его, когда не проявляет никаких признаков страха, когда Ю призывает Рю. Шинтан даже меняет ход событий, когда получает духа от тебя. Он обещает вернуть духа после соревнований. Ему интересен этот дух, потому что он очень сильный, и Шинтан хочет испытать его способности. У Шинтона есть разные духи, но большинство из них не очень хороши в бою. Поэтому он хочет, чтобы Рю остался с ним до конца турнира. Шинтон уверяет тебя, что позаботится о Рю до конца турнира. Так он выиграл матч, и все начали болеть за него. Его отец тоже впечатлен. Саран выходит из комнаты, чтобы позвонить Хаоху и узнать, как дела у Аи. Она просит его не звонить ей, пока она не закончит работу. Она все еще гоняется за Аей по лесу. Ая делает все возможное, чтобы избавиться от Хохо, но ничего не получается. На самом деле, Хохо оказался сложнее, чем он ожидал. Она легко обходит все его уловки и попытки сбежать. На следующее утро начинается матч Сарана и Аи. Саран уже на арене и ждет Ою. Они ждут уже несколько минут, но Ая так и не появилась, и это вызывает у них беспокойство. Зрители и другие участники уже обвиняют Сарана в жульничестве. Они знают, что Ая могла исчезнуть только по его вине. Саран, напротив, рад, что Хохо надежный. Ему не придется сражаться с Аей. И тут Ая вбегает на арену, а Хохо гонится за ней по пятам. У нее все еще с собой лопата. Она хочет закопать Ою, но понимает, что это на глазах у всех, и ей ничего не остается, кроме как взять лопату и уйти. Ая поворачивается к Сарану и говорит, что он знает, что это он поручил Хохо это задание. Он обещает сурово наказать Сарана, и тот уже дрожит от страха, когда слышит это. Уе предлагают отложить бой, но он отказывается. Он хочет сразиться с Сареном прямо сейчас. Затем он просит принести ему и Сарену по тарелке манту. Он хочет, чтобы это был бой едой. Поскольку в правилах не указано, каким должен быть бой, он выбирает битву едой. Когда им приносят еду, Уе начинает есть, а Сорен стоит в полном шоке. Уе приказывает ему начать есть, иначе он убьет его одним ударом. Саран садится рядом с Уе и начинает есть. Саран спрашивает у Уе, зачем он пришел на турнир. Затем Уе объясняет ему, как работают фанши. Он рассказывает, как они могут видеть некоторые вещи в будущем. Он объясняет, что они могут видеть некоторые незначительные события, которые не изменят судьбу. Для этого требуется немного сил. Однако бывают редкие моменты, когда они заглядывают в будущее намного дальше. Это требует огромной силы, и они могут даже погибнуть в процессе. Затем он говорит Сарану, что предвидел судьбу турнира еще до того, как пришел, и чуть не погиб из-за этого. Он говорит Сарану, что нужно отказаться от турнира, потому что его ждет плохая судьба, если он продолжит. Саран возражает и говорит, что хочет узнать правду о своем дедушке, и поэтому не может сдаться. Ая оставляет один шарик манту, чтобы Сорен мог сделать свой выбор. Ая ждет, пока Сорен сделает свой выбор. Сорен берет шарики манту, лежащие перед ним, и съедает их, значит, он победил в битве за еду. Ая бьет его ногой по голове, когда он делает свой выбор, и Сорен уходит. Затем Саран говорит Ая, что он не один принимает решение. Он извиняется за то, что не послушал Ая. Ая не обижается и говорит, что он пришел только для того, чтобы дать Саран выбор, и что Саран уже сделал свой выбор, так что ему больше нечего сказать или сделать. В следующей сцене начинается битва между Хуху и Цианом. Циан рвется в бой с Хуху, потому что она настроена против нее. Хуху выходит на арену, жуя огурец, и кажется, ей все равно. Она говорит Саяну, что не будет с ней драться, потому что знает, что та ранена после предыдущей битвы. Это значит, что она будет сражаться с Саран, и она не видит в ней угрозы для Саран. В любом случае, Саран вышел в финал. Когда Хуху уходит, Саян злится, что она отказывается от боя, хотя он ожидал от нее серьезной схватки. Она собирается напасть на Хуху сзади, но вмешивается отец Саяна. Он говорит Саяну, что Хуху проявила великодушие. Он утверждает, что Саян не в том настроении и не в той форме, чтобы сражаться с Хуху из-за ее травм. Хуху легко победит ее, говорит он. Он считает, что Хуху делает ей одолжение, отказываясь от боя.
Затем отец Саяна говорит ей извиниться перед Хуху и самой отказаться от боя. Она уже собирается это сделать, когда на арену выбегает Джо и вмешивается. Чон Хао предупреждает его, чтобы он не вмешивался, потому что это семейное дело. Он упрямится и хочет продолжать вести себя по-мужски, но Саян подходит к нему сзади и ставит его на место. Затем Саян поворачивается к Хуху и извиняется перед ней. Она тоже отказывается от боя, и Хуху объявляют победительницей. Саран понимает, что автоматически выходит в финал, потому что его следующим противником будет Хуху. Он не может поверить, что с начала турнира он провел только один настоящий бой. После ухода с арены Чан Хао получает довольно пугающую новость и бежит к сараю, где видит Шинтина, лежащего на кровати в крови. Оказывается, что его противником был внук Оо Хи. Саран тоже узнает об этом и удивляется, как Шинтен проиграл. Джо-сан рассказывает, как проходил бой. Он говорит, что Кесут должен был драться с Шинтеном, но его не было, потому что его арестовали по делу Зинсея. Ай говорит, что его внук должен драться с Шинтеном вместо Кесута. Когда начался бой, Шинтен был потрясен, узнав, что он тоже может использовать технику призыва духа в своей семье. Бой был напряженным, и Шинтен пытался украсть Рю Шинтена. Шинин знает, что он не может позволить этому случиться, и делает все возможное, чтобы поймать Рю и вернуть его вам и его брату, которые являются законными хозяевами. Он говорит им, что они должны прекратить бой, когда он получит духа для них. Шинтон уже собирался сдаться, но продолжил сражаться. Затем он вызывает духа, который был у Шинтона. Это дух его деда, Шичу. Он был врачом, который не хотел, чтобы его знания пропали даром. Шинтон был еще маленьким, когда Шичу понял, что умирает. Он попросил Чэнь Хао позволить Шинтону забрать его дух и остаться в этом мире. Это поможет ему проводить некоторые медицинские операции. Чэнь Хао не хотел соглашаться, но старик настоял. Он выбрал Шинтона, потому что любил мальчика, а мальчик любил его. Поэтому дух старика так важен для Шинтона. Он кричит от боли, когда понимает, что вот-вот поглотит дух старика. Он продолжает бороться с ним, хотя и слаб и находится на грани смерти. Вот почему Шинтон так упорно сражался, чтобы дух старика не попал в руки Хэя. Он изо всех сил старался уничтожить дух старика, прежде чем тот поглотит его. Он был так зол, что начал сильно бить Шинина, чтобы убить его. Но судья остановил его, потому что Шин уже потерял желание сражаться. Он хотел показать, что не сдастся, но судья заверил его, что у него нет шансов, если он решит напасть на него. Он был вынужден уйти, когда понял, что только навредит себе, если продолжит. Так Шинтон проиграл. Услышав эту историю, Сорин задумался, почему кто-то, не принадлежащий к семье Шинтона, смог использовать их уникальную технику. Он добавил, что они бы не стали обучать чужака этой технике, и это вызывает еще больше вопросов. В этот момент Хуху бросает нож в дерево позади них. Она говорит, что почувствовала, что кто-то подслушивает их разговор, но этот человек оказался очень быстрым. Он исчез до того, как нож долетел до них. Джо Ян говорит, что теперь им нужно быть осторожнее с тем, где они разговаривают. Он знает, что единственные, кто может их преследовать, это Зенсей. Они искали способы получить 8 секретных техник и считают, что соревнование — лучшее место для этого. В сарае Чун Хао требует объяснений от Аи. Он хочет знать, как он смог использовать технику призыва, известную только нескольким членам семьи. Аи шокирует его и говорит, что техники их научил дед Чун Хао. Затем он рассказывает о связи между семьями Ву и Фу. Он объясняет, что дед Чун Яо Тен Ю был схвачен семьей Ву во время Кушанской войны, потому что он был одним из повстанцев. Тен Ю начал умолять сохранить ему жизнь, и отец Ай дал ему возможность обучить его их семейной технике в обмен на защиту. Тен Ю согласился на сделку и научил отца Ай пользоваться техникой призыва. Отец Ай также проинструктировал его не показывать своим потомкам всю мощь техники призыва. Короче говоря, он не должен учить их всему, что касается этой техники. Именно по этой причине Синтон проиграл Хэю. У Хэя есть все, в то время как Синто владеет лишь небольшим процентом изученной техники. Чан Хао удивлен, услышав это. Он впервые слышит что-то подобное о своей семье и семье Оу. Чан Хао понимает, что всем, что у них есть, они обязаны семье Оу. Он падает на колени и кланяется Ай и за то, что тот был груб с ним в прошлом. Затем он заверяет Ай, что теперь готов сделать все, что он ему скажет. Ай слышит это и ухмыляется. Он понимает, что Чун Хао теперь у него под каблуком, и он может заставить его делать все, что захочет. Следующим шагом Ханна, Рин и остальные члены отряда установят датчики посторонних вокруг гор и начнут следить за ними на случай, если появится кто-нибудь из членов Дзенсей. Один из членов команды вскоре находит 2 стариков, которые просят о встрече с Тенши. После того, как он получил разрешение от Рин и Ханны, он отводит мужчин к Тенши. Рин выражает свое недовольство тем, что она не сможет посмотреть матч между Хохо и Сарёном, который обещает стать отличным матчем.
Ханна ударяет себя по лбу, чтобы напомнить, что Хо-Хо участвовал в матче только из-за Сарина, так что ничего серьезного во время матча произойти не могло. Сцена переносится на арену, где Сарана и Хо-Хо сражаются. Они устроили представление, чтобы зрители поверили, что Сарана победил. Но зрители не дураки и видят их обман насквозь. Хо-Хо и Сарену удалось сбежать после окончания матча. Тем временем Тенши встречает своих друзей из других стран. Тенши познакомился с ними несколько лет назад, когда был в Европе, и, похоже, они оба из Англии. Тамбр-директор Академии в Англии, а его друг тот, кто пришел с ним. Тенши просит Ханя принести чай для гостей. Когда он заходит в комнату, он спотыкается и чуть не проливает напиток, но друг Тамбора использует свою палочку, чтобы создать ледяную подставку для чайника и чашек. Затем он использует магию, чтобы перенести чашки на столы. Он объясняет, что они волшебники, а не мастера кунг-фу. Тенши уговаривает мужчин остаться до следующего дня, чтобы посмотреть финальные соревнования, где определится следующий наследник Тенши. Следующим идет матч между Хэ и Геку. Он уверен, что у него есть шанс победить Геку, потому что он всего лишь избалованный мальчишка. Геку побеждает его и ставит на место. Оказывается, Нацука тоже смотрит матч, но она превратилась в мужчину, чтобы скрыть свою настоящую личность. После битвы Ху-Ху и Сарана они отправляются в тихое место, чтобы отдохнуть и поговорить о людях, которых они встретили. Сё Ян же, напротив, одержима идеей отомстить за брата, но отец говорит ей, что пора забыть об этом. Он говорит, что битва окончена и нет смысла возвращаться к ней. Тем временем Ю и его брат собираются поговорить со своей бабушкой о семье Оо. Они также хотят узнать, почему им удалось использовать технику призыва. В другом месте мужчина, который пришел на мероприятие под видом репортера, разговаривает со своим боссом. Он сообщает ей, что им удалось заполучить прядь волос Ху-Ху, и это поможет им в их планах. В следующей сцене Сей и его брат видят Уя, когда собираются покинуть гору. Сей останавливается, чтобы сказать Уя, что он слышал все, что тот сказал Сарену. Он использовал свою технику подслушивания, чтобы все услышать. Затем он уверяет Уя, что всегда будет рядом, если ему понадобится помощь. Все, что ему нужно сделать, это позвонить ему, и он тут же придет. Они прощаются друг с другом самым странным образом. Уя смотрит в небо и падает на колени. Он благодарит своих наставников за то, что они научили его этой технике. В доме Тенши он угощает Геку ужином. Он говорит Геку, что сожалеет, что втянул в это мероприятие так много людей ради Саряна. Он говорит Геку, что тот может его отругать, если захочет, но Геку говорит Тенши, что очень его уважает и никогда не станет его ругать. В этот момент другие ученики зовут Геку и просят его победить Сарана. Они не могут представить, что Саран станет следующим Тенши. Поэтому Геку должен победить любой ценой. Они уже видят в нем будущего Тенши. На следующий день люди собираются на арене, чтобы посмотреть финальный бой между Геку и Сараном. Геку приходит на арену и видит, что Саран уже его ждет. Он спокойно сидит, сосредоточившись на своем кайо и на появлении Геку. Бой начинается, и они сразу же бросаются друг на друга. Сначала они используют кинку, к чему оба привыкли. Саран выдерживает большую часть ударов Геку, благодаря тому, что тренировался под руководством Хо-Хо целый месяц. Даже Геку удивлен и хвалит Сарана за усердие. Он говорит, что за месяц тот добился впечатляющих результатов. Затем Геку решает использовать технику Рио, чтобы посмотреть, насколько Саран улучшил свои навыки в этом аспекте. Они обмениваются ударами Рю, и от них даже зрителям становится больно смотреть. Они продолжают сражаться, и Геку удивляется, что Саран держится, хотя тренировался всего месяц. Он понимает, почему Тенши так к нему относится. Тенши и Дэн начинают говорить о Геку. Говорят, что Сорин одерживает верх, потому что Геку стыдно использовать свой Ингарай на публике, потому что люди будут говорить о нем. Тенши говорит, что он не может использовать обычные атаки, чтобы победить Райха Сарана. Райха Сарана белый, а это значит, что он чист. Тенши объясняет, как это работает. Он говорит, что существует 5 видов шинки – огонь, металл, вода, дерево и земля. Сочетание положительных эффектов этих видов дает югуай, который и есть Райха Сарана. Однако нечистые югуай, которые получаются в результате проб и ошибок, называются ингараи. Они высвобождают негативный ключ вместо положительного, который высвобождает югуай. И тут Геку наконец решает показать истинную форму своего ингараи. Он начинает выпускать черный ключ из своего тела, и прежде чем Сора успевает что-то сделать, вся арена уже заполнена черным ключом. Все в шоке, когда видят это. Сора вынужден использовать свою защитную технику против Ингараи, но она все равно не может сравниться с силой Ингараи. Сарон выпускает молнию из своего тела, чтобы избавиться от черного ключа, который пытается его одолеть. В коротком воспоминании показано, что Сарон пришел на арену раньше всех. Он нашел время, чтобы понять, чего он хочет в битве с Геку. Он садится и спрашивает себя, боится ли он или нет. Он понимает, что Ху-Ху не будет бояться, если окажется на его месте.
Это натолкнуло его на мысль, что он слишком много думает, и ему нужно просто плыть по течению, используя все свои возможности. Одной мысли о Хао-Хо достаточно, чтобы придать ему сил. Сейчас Сорин думает о Геку как о себе. Он видит в Геку более развитую версию себя, которая овладела всеми необходимыми техниками. Он может подбодрить себя, чтобы превзойти Геку. Сорин использует мощную технику, чтобы очистить пространство вокруг себя от черного ключа. Геку это ценит и говорит, что Сорин действительно превзошел себя. Геку бросается на Сарина с невероятной скоростью, но Сорин без труда догоняет его. Они бегают по арене, пытаясь ударить друг друга. Геку останавливается и хвалит Саряна за то, что тот смог догнать его. Сорин хихикает и говорит, что он не догонит Геку. Он уверен, что он быстрее. Он активирует мощное заклинание, которое позволяет ему приблизиться к Геку, прежде чем тот успевает среагировать. Он бьет Геку в грудь, и у того идет кровь. Геку держится за грудь и окутывает Сарина черным ключом, чтобы поймать его в ловушку. Сорин явно чувствует боль от черного ключа и думает, что это должно быть техника Суйзураи, о которой ему рассказывал дед. Он вспоминает, как был маленьким, и его дед рассказывал ему о Джинке и Конке. Дед говорил, что есть предел силы Кая, которую можно использовать. Есть ключи, которые противоположны друг другу и не могут использоваться вместе. Он рассказывает ему о Хайке, который является спокойной версией Каи. Он предупреждает его о ключе Инки, которым нельзя пользоваться ни при каких обстоятельствах. Он говорит, что, несмотря на давление, которое он испытывает, он никогда не должен терять контроль и использовать Инки. Его дедушка говорит, что Ки, которым он овладел, полная противоположность Инки, и они не должны соприкасаться друг с другом. Сейчас, в настоящем, Сорин успокаивается, когда его окутывает черный Каи. Он решает воспользоваться советом своего старика. Благодаря этому он может рассеять черный ключ вокруг себя. Но он уже очень слаб и изнемогает. Геку тоже ранен, и они, кажется, равны по силе. Геку забирает весь свой черный ключ обратно в свое тело. Затем он рассказывает Сарану историю о том, как он унаследовал Ингуай вместо белого Каи. Он говорит, что был монахом, но отказался от своей чистоты, и Суйцзурай — это знак его вины. Затем он начинает извиняться перед Сареном за то, что выместил на нем свою злость. Он признается, что завидует Сарену и ненавидит его, потому что Тенси хотел сделать его своим учеником. После того, как он извинился, Сорин поворачивается к нему и говорит, что не принимает его извинения. Он хочет, чтобы они закончили бой и узнали, кто победил. Они снова продолжают сражаться. Все на арене в восторге от этих двух великих бойцов, которые сражаются друг с другом. Все, кто видел, что Сарон слабый и бесчестный обманщик, поражены тем, как он держится и даже дает отпор Геку. Шитон спрашивает отца, всегда ли он знал, что Сорин сильный. Отец отвечает, что Сорин ведет себя так с самого начала турнира, но люди предпочитают верить, что Сорин легкомысленный. Чунхао догадывается об этом. Сарон хочет, чтобы люди видели его таким. Но он уверен, что Сорин не притворяется. Он просто ведет себя как обычно. Он шокировал всех, и людям трудно поверить, что Сарон — тот же человек, который обманом пробился в финал. Затем Чонхао добавляет, что Сарон стойкий и не сдается легко. Он также легко приспосабливается к окружающей обстановке. Он еще недавно был в мире изгоев, но смог развиться до такого уровня, что его считают сильным. Сарон и Геку одновременно используют свои техники. Они чувствуют эффект, потому что их техники противоположны друг другу. Оба уже устали, но у них осталась последняя атака. Сарон говорит, что это битва на выносливость. Он спрашивает Геку, готов ли он позволить ему атаковать первым, и Геку соглашается. Сарон активирует заклинание, которое действует как самонаводящаяся ракета. Атака начинает преследовать Геку. Геку направляет заклинание на Сарона в надежде, что оно попадет в него. Однако в последний момент заклинание сбивается и продолжает действовать на Геку. Сорин говорит, что его заклинание нацелено только на врага и не отступит ни перед чем. Геку изо всех сил пытается защититься, но заклинание поражает его, и он получает смертельное ранение. Он встает, чтобы похвалить Сарана за его мастерство, и Саран отвечает ему тем же. Все на арене поражены этим, в том числе Хо-Хо. Девушки на арене начинают подбадривать Геку, чтобы он встал и победил Сарана. Саран понимает, что у него больше нет сил для новой атаки, и ему остается только надеяться, что у него есть шанс победить Геку. Геку начинает готовить мощное заклинание, и Саран понимает, что ему конец, когда заклинание поражает его. Геку бросается на Сарина, и Хо-Хо уже думает, что Сорин проиграл. Она отвлекается от битвы и сокрушается, что Тенши не скажет им то, что им нужно знать, потому что Сорин не унаследовал право быть Тенши. Но тут Джо Йен привлекает ее внимание к битве. Она смотрит и с удивлением видит, что Геку лежит на земле перед Сарионом. Геку с трудом может пошевелиться и не понимает, почему. Он больше не может встать и сражаться, и сдается.
Тенши говорит, что Геку, должно быть, съел что-то, что не пошло ему на пользу. Таким образом, Сорен становится победителем турнира, к всеобщему удивлению. Тем временем Ханна и Рин все еще выполняют свои обязанности в лесу. Они потрясены, узнав, что Сорен победил. Рин больше всех переживает, потому что она поставила деньги на победу Гоку в турнире. Она обвиняет Ханну в том, что та знала, что Саран выиграет, но Ханна говорит, что нет. Ханна просто предположила, что Сарану кто-то помогает. Он дошел до финала, выиграв всего один матч. Поэтому Ханна тоже поставила на него. Через несколько минут Рин начинает сомневаться, действительно ли Зенсей придет на гору, или Ракукин просто все выдумывает. Они уже давно на чеку, но пока ничего подозрительного не заметили. Тем временем Тенши узнает, что Тамбар и его сообщник успешно спустились с горы. Тенши оборачивается и видит, что Гоку лежит на кровати весь в крови. Это напоминает ему о том, как он впервые увидел жеребьевку и узнал, что Сарану предстоит сразиться с Сеем. Он беспокоился, потому что знал, что Сей сильный противник. Он все еще думал об этом, когда в комнату вошел Ая и предложил решение проблемы. Он сказал Тенши, что сам разберется с Сеем. Тенши сомневался, что Ая действительно сможет это сделать. Ая попытался показать Тенши, насколько он силен. Он попытался ударить Тенши, но оказался за пределами комнаты. Прежде чем он понял, что происходит, Тенши уже стоял позади него. Тенши спокойно ударил его. И он понял, насколько силен Тенши в ту ночь. Тенши подумал, что Теншифу отдали бы Каги, если бы он не ушел с горы. Сейчас, в наши дни, Геку просыпается и видит Тенши рядом с собой. Он быстро встает с кровати и извиняется перед своим учителем за поражение. Тенши говорит, что не винит его. На самом деле, это он подмешал Геку снотворное. Он добавил в еду, которую дал ему утром перед боем, жидкость, которая ослабила Ки. Он говорит, что именно поэтому проиграл. Геку спокойно воспринимает эту новость, и это удивляет Тенши. Он ожидал, что Геку разозлится и начнет задавать вопросы, почему он так поступил. Затем Геку говорит, что знает, что Тенши уже рассказал бы ему, если бы мог. Тенши говорит ему, чтобы он готовился к завтрашней церемонии награждения. На следующее утро люди снова собрались на арене для церемонии награждения. Сарану вручают книгу с техникой ДДР-Року, которую Рикукин предлагает отдать победителю. Саран отказывается от техники и говорит, что не хочет ее. Он жалуется, что стиль катаган, которым он владеет, все еще доставляет ему проблемы. Он не хочет добавлять себе еще трудностей, поэтому он отказывается от техники. Тенши предлагает отдать технику Геку, потому что он занял второе место. Геку не хочет принимать ее, но вспоминает, что Тенши сказал ему. Тенши сказал ему выбрать противоположное тому, что он выбрал бы сам. Он неохотно забирает технику у Рикукина. Тем временем Нацука и ее товарищ встают с арены, получив нужную информацию. В другом месте Сен и Джа весело проводят время вместе. Позже Саран и его товарищи из службы доставки ждут Тенши и старейшин в их покоях. Пока они там, Джо-сан и Чжоу Янь получают срочный вызов, на который нужно немедленно ответить. Затем Тенши говорит Сарану, чтобы тот пошел с ним, и показывает ему дорогу в свои покои. Хуху хочет пойти с ними, но Тенши говорит ей, что она не может. Саран единственный, кому разрешено входить в покои Тенши. Саран уверяет Хуху, что с ним все будет в порядке. В другом месте два монаха, Теншифу, сталкиваются с еретиками Зенсея. В это же время на Геку нападает еще одна группа воинов Зенсея, которые ищут новое искусство, которым он только что овладел. Нападающие показываются из леса, где они прячутся. Их возглавляет человек по имени N2. Тем временем ритуал, чтобы официально стать преемником Тенши, все еще продолжается в его покоях. Тенши активирует свою силу и становится золотым. Он поднимает руки к Сарану, и яркий свет озаряет все вокруг. Даже Хуху поражена, когда видит это. Она впервые видит Айки таким ярким. В лесу Эн сообщает Геку, что им нужно только новое искусство, и они отправятся в путь. Они уверяют Геку, что им достаточно копии искусства. Один из воинов Зенсея слишком самоуверен и нападает на Геку, но тот легко побеждает его с помощью своего черного ключа. Геку смеется над воином и говорит, что он не просто воин, которого можно победить обычными заклинаниями или атаками. Затем он еще раз спрашивает Геку, готов ли тот принять его предложение, но Геку отказывается. Он предполагает, что Геку хочет войны с ними. Он приказывает своим подчиненным следить за тем, чтобы черный ключ Геку не коснулся их. Он предупреждает Кантона, что тот должен быть особенно бдителен. Геку пытается ударить Эн сзади, но его атака не достигает цели, и это его удивляет. Он говорит, что лучшие защитные заклинания не могут отразить его атаку, и начинает гадать, каким искусством владеет Эн. Эн приказывает своим товарищам преследовать Геку, но тут появляется Ракукин. Кажется, они знакомы, и у них есть общая история. В этот момент из леса выходят ученики Ракукина и окружают воинов Зенсея. Он приказывает своим людям отступить, и они подчиняются. Ракукин и Геку идут за Эн и Ханом, а остальные ученики идут за остальными воинами Зенсея. Зур остается один, чтобы присматривать за раненым воином Зенсея. Мэри догоняет одного из воинов Зенсея и пытается ударить его, но воин отражает атаку и вместо этого бьет Мэри своим посохом.
Он говорит, что наблюдал за боем Мэри во время турнира, и это помогло ему понять, как с ним справиться. Мэри с трудом двигает рукой, в которую попал посох. В этот момент появляется Кумо, чтобы защитить Мэри. В это же время появляется Шушу, и воин Зинсей оказывается в меньшинстве. Кумо не теряет времени и бьет парня, в результате чего у того идет кровь. Воин Зинсея говорит, что прикасался к трупам своим посохом. Это сделало мертвый ключ, прикрепленный к посоху, еще опаснее. Он уверяет Мэри, что не отравлен, но чувствует действие мертвого ключа в своем организме. Воин говорит, что им повезло, что они не пошли за Эном и Ханом, потому что они самые сильные из них. Тем временем Хуху оглянулась и увидела, что кто-то, похожий на Сарина, прыгает в лесу, и она пошла проверить, кто это. Она побежала в лес, чтобы найти этого человека. Вернемся к битве между Геку, Рикукином, Эн и Ханом. Геку спрашивает Рикукина, каким искусством владеет Эн, что позволяет ему блокировать его атаки. Рикукин объясняет Геку, что Эн не использует кунг-фу. Скорее, сила четок в его руке блокирует атаки Геку. Короче говоря, Рикукин говорит, что Эн заклинатель. Он говорит, что заклинатели — большая редкость. Тех, кто наделяет предметы уникальными способностями с помощью своего ключа, называют заклинателями. Рикукин отмечает, что для того, чтобы стать заклинателем, нужны особые навыки. Рикукин говорит Геку, что Эн может показаться непобедимым из-за своих способностей, но им придется одолеть его силой. Начинается битва между Геку и Эн-Геку. Трудно противостоять Эн. Он бросается на Эн, но тот выпускает дымовую завесу, чтобы застать Геку врасплох. Однако Геку тоже готов. Он покрывает весь пол своим черным ключом, готовясь к внезапной атаке, и это спасает его. Геку пытается пробить стену, но она слишком прочная и кажется непробиваемая. Геку начинает думать, что бы сделал Саруон, окажись он на его месте. Единственное, что приходит ему в голову, это то, что Саруон попросил бы Рикукина разобраться с ситуацией, а Геку не такой человек. Геку продолжает атаковать стену, чтобы пробить ее, но вскоре понимает, что вокруг Эн есть еще одна стена. Он уже готов получить удар в спину, когда Рикукин блокирует атаку. Рикукин говорит Геку, что если бы он не вмешался, атака бы закончилась для него. Он говорит Геку отойти и дать ему разобраться с ситуацией. Он считает, что Эн сильнее Геку, и с ним нельзя играть. Рикукин использует одну из своих атак с помощью талисмана, чтобы разрушить все стены Эн и оставить его без защиты. Но Эн не выглядит беззащитным. Он даже страшнее, чем раньше. Он находит способ разозлить Рикукина. Рикукин меняет свой облик, и Кай проходит сквозь него и атакует Эн, но тот легко блокирует атаку и наносит более мощный удар, который разрушает четки Эн. Рикукин получает ранение в шею, но оно быстро заживает, и это удивляет Геку, который никогда не видел такого искусства. Геку думает, что Эн теперь бессилен, потому что потерял свои четки. Рикукин бросается на Эн и подбрасывает его в воздух. Геку пытается сделать то же самое, но Хан стреляет в него водяными шарами, и Рикукин быстро вмешивается, чтобы его не задело. Ракукин советует Геку быть более осторожным и не недооценивать двух воинов. Он добавляет, что это первый раз, когда Геку сражается с чародеями, и ему следует быть осторожным при обращении с ними. Он говорит, что Хан, похоже, сильнее Эн, потому что он тоже чародей. Затем Эн говорит Рикукину, что его шедевр — это не шары, а сам Хан. Эн приказывает Хану изготовить несколько кроличьих тапочек, чтобы они могли ими пользоваться. Он выполняет приказ, и тапочки позволяют Хану и Эн двигаться с невероятной скоростью. Ракукин не из тех, кто проигрывает в подобных битвах. Он создает заклинание, которое делает его и Геку очень легкими. Они преследуют двух беглецов с помощью этой техники. Геку продолжает удивляться тому, насколько силен Рикукин, благодаря нескольким техникам, которые он ему показал. Похоже, что Эн и Хан ожидали, что Геку и Рикукин будут преследовать их. Это и было их планом с самого начала. С другой стороны, Хуху все еще преследует человека, которого она видела ранее. Вскоре она понимает, что ее заманили в ловушку, но она намного превосходит их. Она способна нанести им сильный удар еще до того, как они поймут, что с ними происходит. Она исчезает и снова появляется в слепой зоне, и это дает ей шанс уничтожить всех врагов, которые устроили ей засаду в лесу. Однако все еще есть воин, который спрятался среди листьев и ждет подходящего случая, чтобы напасть на Хуху. Но она наступает на него, и его прикрытие рушится. Хао-Хао вскоре настигает парня, выдающего себя за Сарана. Она внимательно смотрит на парня и понимает, что это не Саран. Она собирается уйти, но тут появляется старик. Старик говорит парню, который притворяется Сараном, что Хуху не так-то просто обмануть. Внезапно на Хуху нападает сзади мужчина, который выглядит как солдат. Его зовут Барон, и он вонзает нож в руку Хуху. Хуху выкручивает руку, чтобы вырваться из схватки Барона, несмотря на то, что ранена. Барон впечатлен ловкостью и стойкостью Хуху. Она, не раздумывая, вывихнула себе суставы, чтобы вырваться. Он говорит старику, что Хуху действительно искусна, как он и слышал. Старик говорит, что навыки приходят интуитивно. Она не училась, чтобы получить эти навыки, они у нее врожденные.
Вскоре после этого Геку и Рикукин догоняют Эн и Хана. Эн смеется, когда видит это, и говорит, что Рикукин слишком долго их преследовал. Эн уверен, что ученики Рикукина сейчас терпят поражение, но Рикукин говорит, что верит в своих учеников. Он знает, что они держатся, несмотря ни на что. Тем временем мы узнаем, что Зенси привел много воинов, чтобы напасть на гору. Однако агенты экспресс-доставки тоже присоединяются к битве, чтобы попытаться помешать Зенси захватить гору. Из-за интенсивности битвы Джо-сан начинает подозревать, что Зенси что-то очень важное ищет. Он начинает подозревать, что они охотятся не только за секретным искусством. Он приходит к выводу, что они могут охотиться за Хуху. Он бежит туда, где оставил Сарина и Сарана, и обнаруживает, что их там нет. Он видит только двух монахов, стоящих у дверей в покое. Они говорят ему, что он не может помешать церемонии, которая сейчас проходит внутри. В комнате Тенши пытается наставить Сарина на путь Тенши, но его тело отвергает это. После третьей попытки Тенши останавливается и спрашивает Сарина, почему тот не готов принять путь Тенши. Он хочет знать, в чем проблема. Сорин говорит Тенши, что у него есть вопрос, и если тот ответит, он решит, принимать путь Тенши или нет. Джосон все еще спорит с монахами, когда Тенши выталкивает Сарина из комнаты. Саран пытается сказать Тенши, что не хотел его провоцировать своим вопросом. Затем он просит Тенши разобраться с беспорядками в горах. Тенши со скоростью молнии выбегает из комнаты, чтобы разобраться с людьми, которые устроили беспорядки. Один из воинов Зенсея мучает двух слабых монахов, когда появляется Тенши. Он рассказывает парню об учении основателя Зенсея, известного как Юшу. Он объясняет, в чем ошибки учения Зенсея. Тенши побеждает парня, даже не пошевелив пальцем. Вскоре Тенши присоединяется к битве между монахами и еретиками. Люди удивляются, увидев Тенши в гуще сражения. Они впервые видят, как Тенши участвует в битве. Тенши кажется таким сильным, что ему даже не нужно двигаться, чтобы сразить врагов, которые нападают на него. Сколько бы их ни было, Тенши уничтожает их всех. Некоторые из еретиков мудро решают сбежать, чтобы не попасть под удар Тенши. Сцена меняется, и мы видим битву между Ракином и Эней. Эн говорит, что он вымещает свой гнев и разочарование на других воинах Зенсея, которые проникли в горы. Ракин говорит, что он собирается это сделать, но сначала ему нужно уничтожить Эн. Эн оскорбляет монстра Ракина, и это выводит его из себя. Он бросается на Эн, и тому едва удается спастись. Геку говорит Ракину, чтобы он успокоился, и тогда Эн не будет использовать свой гнев против него, но Ракин просит Геку оставить его в покое. Вскоре Ракин понимает, что что-то не так. Он догадывается, что они попали в ловушку Зенсея. В этот момент из укрытия появляется Куня. Это он наложил заклинание на Ракина. Его заклинание позволяет ему использовать негативную энергию своих целей, чтобы контролировать их. Ракин оказывается в ловушке в негативном поле и просит Геку уйти. Он говорит, что Коун и двое других только что прибывших колдунов очень сильны. Группа, стоящая перед ними, это 4 могущественных колдуна Зенсея. Он говорит Геку, что ему не справиться с этими людьми, и единственное, что он может сделать, это убежать. Нацука тоже появляется на сцене, и кажется, что у Геку с ним какие-то дела. Геку пытается защитить Рикукано, после того, как тот сказал ему, что должен уйти. Геку получает удар от одного из врагов, и это причиняет ему сильную боль. Рикукан говорит, что негативное поле очень сильное, и у него нет шансов, пока он находится внутри него. Атака Куня направлена на негативные эмоции, пока он не подчинит себе тело своей цели. Геку не хочет больше доставлять неприятности Рикукану и уходит. Но Нацука следует за ним. После ухода Геку Рикукан говорит, что собирается уничтожить их всех. Он благодарит Куня за то, что тот питал его негативными эмоциями. Поскольку Куня пытается погрузить сердце Рику в темноту, Рикукан не возражает. Рокукан решает, что пора покончить с воинами Зенсея. Он всегда хотел их уничтожить, и они дали ему для этого идеальную возможность и оружие. Куня говорит своим товарищам быть осторожными с тем, на кого они смотрят, но Эн верит, что сможет победить его, когда он будет уязвим. Куня сообщает Эн, что Рикукан превратился в оружие массового уничтожения. Он использовал все свои силы, чтобы максимизировать свою мощь и уничтожить всех в округе. С другой стороны, Нацука и Геку спорят. Похоже, что они были влюблены друг в друга, пока Геку не решил все прекратить. Судя по тому, как они играют, они, кажется, не перестали любить друг друга. Геку хочет вернуться к бою, но Нацука не позволяет ему. Они оглядываются и видят, что Тенши наблюдает за ними. Геку встает с тела Нацуки, чтобы защититься, и говорит, что не знает Нацуку. Тенши, в свою очередь, знает, что Нацука девушка Геку. Геку говорит Нацуке, чтобы она ушла, но та пытается использовать свои чары, чтобы соблазнить Тенши, но это не работает. Тогда Тенши говорит Геку, чтобы тот отправился в долину и помог остальным монахам, пока он будет пытаться усмирить Рюкюна, который уже готов убить всех врагов, на которых нацелился. После ухода Геку Нацуко понимает, что Тенши очень силен, и он просто не обращает на нее внимания.
Тенши советует Нацуке подумать о своем выборе и расставить приоритеты. Затем Рюкюн уже схватил Эн и его товарищей и прижал их к земле. У них нет шансов против него, и они понимают, что единственный выход — спрятаться и ждать, пока его сила не иссякнет. В этот момент появляется Тенши и с помощью одного из своих мощных заклинаний привязывает Рюкюна к дереву. Затем он дает воинам Зенси, которые прячутся, шанс сбежать, потому что у него нет злых намерений по отношению к ним. Он угрожает уничтожить их, если они разозлят его. Сейчас он хочет разобраться с Рюкюном и не хочет, чтобы его отвлекали. Куня и остальные встают, чтобы уйти после щедрого предложения Тенши. Когда они собираются уходить, Эн решает напасть на Рюкюна с помощью одной из своих бусин, но Тенши легко уничтожает ее. Они пугаются и убегают, прежде чем Тенши успевает их схватить. Куня ругает Эн за то, что он так рисковал, и тот оправдывается, говоря, что у них может не быть другого шанса убить Рюкюна. Кони понимает, что он смог разглядеть убийственный инстинкт Тенши и осознает, что он очень силен. Он бы точно убил их, если бы они сделали еще хоть одно неверное движение. Тем временем начинается бой между Рикукином и Тенши. Два могущественных воина сражаются друг с другом смертоносными техниками. Тенши понимает, что ему нужно избавиться от злых мыслей, которые одолевают Рикукина. Он начинает читать заклинание, которое должно помочь Рикукуну прийти в себя. Тенши знает, что будут проблемы, если заклинание, которое он пытается на него наложить, не сработает. С другой стороны, Джоан и Сорин уничтожают еретиков Зенсея и ищут Хуху. Джоан спрашивает Сарина, почему он решил не помогать Тенши, и тот отвечает, что объяснит все позже. Сначала им нужно найти Хуху, потому что сейчас она для них важнее. Сорин решает углубиться в лес, чтобы найти Хуху. Джо говорит ему, что не стоит колебаться, когда он столкнется с воинами Зенсея, потому что это может стоить ему жизни. Сорин отвечает, что он это знает. Тенши и Рикукин бросаются друг на друга. Тенши удается наложить очищающее заклинание на голову Рикукина, но тот пронзает Тенши в грудь, и из раны начинает течь красная жидкость. Сорин продолжает поиски в лесу и натыкается на двух воинов Зенсея. Один из воинов понимает, что перед ним Сорин, и решает, что было бы здорово его убить. Он нападает на Саряна, но тот уворачивается от его атак. Саран понимает, в какой ситуации он оказался, и знает, что ему нужно успокоиться. Он делает глубокий вдох, чтобы проанализировать тактику противника. Осознав это, он использует быструю атаку, чтобы поразить врага в уязвимое место и нанести мощный смертельный удар в грудь. Враг падает на землю и сразу теряет сознание. Зенсей понимает, что, возможно, пришло время убивать врагов, которые хотят сделать то же самое с ним. Другой воин говорит Сарану, что не собирается с ним драться. Он просто хочет отнести своего друга домой, потому что видит, что тот еще дышит. Саран продолжает искать Хуху и решает больше не колебаться. Он знает, что это поставит его в невыгодное положение перед тем, кто хочет его убить. Вскоре он видит нескольких воинов Зенсея, окруживших Рику Ринрон и ее подругу Ханну. Ханну уже схватили и пытают, чтобы заставить Рику сдаться. Ханна умоляет Рику сдаться, но та говорит ей перестать быть слабачкой. Она напоминает ей, что они тренировались для таких ситуаций. Затем она уверяет Ханну, что никто ее не тронет, пока она дышит. Сорин видит это, прячась в кустах. Он раздумывает, вмешиваться ему или нет. Его главная цель — найти Хуху и больше ничего. Но он не может оставить Рику и Ханну в руках Зенсея. Подумав, он решает вмешаться. Он бросается на здоровяка, но тому удается увернуться от атаки. Саран хватает Ханну и пытается спасти ее, но понимает, что он окружен. Он выпускает молнию из своей руки, чтобы отвлечь своих врагов. Он бросает Ханну одному из врагов, а затем вонзает руку в шею врага, чтобы прикончить его. Он использует свою скоростную атаку, чтобы добраться до Рин и увести ее с места происшествия. Когда они скрываются вдали, Сорин говорит Рин, что он решил спасти ее первым, потому что не может спасти их двоих сразу. Он сообщает Рин, что большой парень очень силен, и именно по этой причине он пытался убить его первым, но тот уклонился от атаки. Из-за этого Саран был вынужден изменить свою тактику. После этого Саран дал воинам Дзенсей 4 шанса. На самом деле он дает им только 2 шанса, если они критически подумают об этом. Они могут либо уйти, либо умереть, сражаясь с ним. У них также нет права забрать Ханну с собой. Здоровяк пытается забрать Ханну с собой, но Саран использует дистанционную атаку, чтобы заставить его бросить Ханну. Один из воинов очень хорошо обдумал свой вариант и решил, что им не стоит оставаться и сражаться. Он начинает уходить, и у остальных нет другого выбора, кроме как присоединиться к нему, потому что это того не стоит. После их ухода Рин бежит туда, где находится ее подруга, чтобы проведать ее, в то время как Саран смотрит на парня, которого он только что прикончил, лежащего на полу. Его друзьям даже нет до него дела. Они все бросили его там умирать. Затем Саран продолжает свое исследование горы, чтобы попытаться найти Хуху. Тем временем битва между Хуху и бароном продолжается. Старик говорит Хуху, чтобы она сосредоточилась на сражении и пока не думала о Сарене. Он говорит, что если она отвлечется, то проиграет барону, потому что тот опытный боец. Барон замечает, что Хуху уже остановила кровотечение из раны.
Он понимает, что Ху на самом деле странная девушка. Затем он бросается на Ху с подготовленной атакой. Ху делает то же самое, но падает на землю. Барон говорит, что ударил Ху по блуждающему нерву, чтобы парализовать ее. Затем он говорит старику, чтобы тот делал с ней все, что захочет. Ху удается встать и убежать, но барон догоняет ее и вырубает. После того, как он вырубил ее, барон говорит, что не видит в Ху никакой враждебности. Он согласился работать с Зинсеем, но еще не решил, присоединяться ли к ним. Он пришел на гору, чтобы узнать, что это за люди. Он выяснил, что они не ищут правду о том, что произошло во время войны Кошен. Барон говорит, что присоединился бы к ним, если бы они искали правду. Но он рад, что встретил такую интересную девушку, как Ху. В этот момент Ху снова встает и убегает в дерево перед ней. Барон не собирается ее преследовать и уходит. Тем временем Рикукин приходит в себя и понимает, что сильно ранил Тенси. Он начинает плакать из-за того, что, возможно, убил Тенси, даже не осознавая этого. В этот момент Тенши заговорил и посмеялся над Ракеном, который думал, что сможет его убить. Он сказал, что Ракен даже близко не стоит с тем, кто может его прикончить. Затем он рассказал, что защитился Кинку, прежде чем атаковать Ракена. Все его жизненно важные органы и кровеносные сосуды были под защитой, потому что он знал, насколько опасен стал Ракен на тот момент. Однако Ракену удалось сломать несколько костей в его теле. Тем временем работник службы доставки на полставки убивает воинов Зинсея, потому что ему это нравится. Похоже, что он подчиняется другому руководителю. Его руководитель Раку. Току говорит мужчине быть осторожнее, потому что компания начала расследование в отношении их работников на полставки. Они разговаривают, когда мимо них пробегает Хоху в поисках Сарина. Она смогла связаться с Сарином по телефону, и он сказал ей, где они встретятся. Вскоре они встречаются со всеми остальными. Они находят Мари и Шушу, лежащих на полу без сознания. Шушу потерял руку, и, похоже, они уже мертвы. Кумо говорит всем, что они еще живы, но еле-еле. Он рассказывает, как все произошло. Сцена возвращается к битве между Троицей и парнем с посохом. Он начинает плакать, и Кумо теряет концентрацию. Шушу вмешивается и говорит, что парень плачет, чтобы забрать его душу. Парень выпускает темную ауру, которая проникает в Мари, но они этого не замечают. Наконец, Шушу понимает это и говорит Кумо, что им нужно отступить, потому что с Мари что-то не так. Кумо отказывается и говорит, что они могут победить этого парня и заставить его отменить все, что он сделал с Мар. Они вдвоем бросаются на парня и начинают его избивать. Парень падает на землю и продолжает плакать. Они теряют бдительность, и на них нападает, казалось бы, одержимая лошадь и отрубает Шушоу руку. Кумо вынужден сражаться с лошадью, чтобы заставить ее остановиться. Ему удается нанести лошади мощный удар, который ее вырубает. Парень убегает, уверенный, что ему удастся скрыться. Он смеется над Кумо и говорит, что у него есть два варианта. Либо он бежит за ним и оставляет своего друга умирать, либо спасает друзей и позволяет ему сбежать. Кумо выбирает второй вариант. Сейчас в настоящем Кумо плачет, потому что винит себя в том, что случилось с Шушоу и лошадью. Тем временем экспресс-доставка собирает воинов Зинсея, которых удалось поймать. Они заняты этим, когда появляется Таку, чтобы поговорить с Джо Яном. Он сообщает Яну, что штаб-квартира планирует закрыть программу для подработки. Они больше не хотят нанимать временных работников и ничего не могут с этим поделать. Официально они еще не приняли решение, но уже работают над этим, говорит Току. Это произошло потому, что один из руководителей района был уволен одним из временных работников, находившихся под его юрисдикцией. Джо Ян в отчаянии слышит это и говорит, что им трудно справляться без помощи временных работников. Джо Ян говорит, что у них нет выбора, кроме как следовать указаниям штаб-квартиры, даже если им это не нравится. Далее Джо Сан уверяет Ракукина, что команда скорой помощи позаботится о Мэри и Шушу. У них даже есть отрубленная рука Шушу, и они попытаются пришить ее обратно. Через несколько мгновений на место происшествия прибывает Тенши и спрашивает, что происходит. Джосон объясняет ему все, и Тенши хвалит его за хорошую работу. Он говорит Джасону, что в случившемся нет его вины. Затем Тенши просит Сарана следовать за ним, потому что ему нужно кое-что важное ему сказать. Они вдвоем уходят в лес поговорить. Тенши спрашивает Сарана, хочет ли он стать Тенши или нет. Затем Саран задает ему тот же вопрос, что и раньше. Но мы до сих пор не знаем, что это за вопрос. Тенши отвечает, что Саран уже должен знать ответ на этот вопрос. Саран слышит это и падает на колени. Саран смиренно отказывается от предложения стать следующим Тенши. Тенши говорит, что ему больно от того, что все его усилия сделать Саряна Тенши оказались напрасными. Но он не сердится на Сарина. На самом деле он говорит, что Теншифу — это дом Сарина, и он может прийти к нему в любое время. Он добавляет, что Сорин может приходить к нему как к своему господину, пока не делает ничего плохого. Если он будет продолжать делать добро, у него всегда будет дом. Тенши уверен, что Сорин в безопасности под присмотром скорой помощи. В этот момент появляется Идзан и бросает одного из избитых им монахов в сторону Тенши. Тем временем воины Зинсея собрались, чтобы обсудить свою миссию на горе.
Один из них, мастер Зенсея, чье лицо пока не раскрыто, рассказывает своим товарищам, что он может достать то, зачем они пришли. В лесу Тенши спрашивает Изана, что он делает в лесу, когда должен охранять Дина. Изан отвечает, что Дэн велел ему уйти и помочь товарищам. Он уверен, что с Деном все в порядке, потому что люди не заходят глубоко в лес, где он живет. Тенши, Саран и Изан решают проверить Дина. Азан в шоке, когда узнает, что Диана убили прямо там, где он сидел. В то же время Хэ встречается с воинами Зенсея. Он говорит им, что убил Дина. Он рассказывает, как все произошло. Во флешбеке Хэ бежит к Дэну. Он говорит Дэну и Изону, что воины Зенсея повсюду и монахам будет трудно справиться с ними. Дэн слышит это и приказывает Изону уйти и помочь товарищам. Изон не хочет уходить, но Дэн настаивает. После того, как Изон уходит, Хэ вырубает последнего ученика и показывает свое истинное лицо. Оказывается, Хэ действующий мастер Зенсея, Кюке. Дэн потрясен, узнав, что человек, который заботился о нем последние 3 года, его враг. Хейн говорит, что он здесь, чтобы узнать правду о войне Кашин. Его инстинкты подсказывают ему, что Дэн знает, что произошло, но не хочет говорить. Он говорит Дэну, что его пытали, потому что его мучители хотели узнать, где Кайджи. Он спрашивает Дэна, прав ли он, и Дэн отвечает утвердительно. Но он признается, что его схватили и пытали, потому что они думали, что он знает, куда делся Каи, но он этого не знал. Он не видел Каи, поэтому не мог сказать, где он. Хайн смеется, когда слышит это. Он говорит, что Дэн действительно неразговорчив, как он и слышал. Затем он говорит Рю, чтобы тот вошел. Рю тоже замаскирован, но, войдя в комнату, он принимает свой настоящий облик. Хайн объясняет Дэну, что у Рю есть способность заглядывать в его память. Затем Хайн продолжает свои рассуждения. Он объясняет, что однажды видел, как Дэн пытался не заснуть, и это натолкнуло его на мысль. Он пошел к Тенши, чтобы спросить, почему Дэн не спит. Тенши говорит, что Дэн ведет себя так с того случая, который с ним произошел, и поэтому выглядит так. Хайн приходит к выводу, что дело не в том, что Дэну не нужно спать, а в том, что он чего-то боится. Он не хочет терять волю во сне, потому что во сне люди становятся уязвимыми, а он не хочет быть уязвимым. Хани говорит, что Дэн, должно быть, знал, где Каи, и поэтому не хотел спать, чтобы люди, которые его пытали, не вернулись. Они оставили его в живых, потому что действительно верили, что он не знает, где Каи. Затем Дин настаивает, что Хайн прав. Хайн говорит, что ему не нужно снова с ним спорить. Он привел человека, который поможет ему в этом. Он приказывает Рю начать то, что он должен сделать, и сделать это быстро, потому что монахи могут вернуться в любой момент. Рю начинает процесс, но вскоре понимает, что Дэн крепкий орешек. Он говорит Ханну, что ему нужно скопировать все воспоминания Дэна, а не искать конкретные. Он просит Ханна присмотреть за ним, пока он будет это делать. Хан соглашается и уходит, чтобы следить за Дэно. Через несколько мгновений Рю сообщает Ханну, что закончил, и им нужно немедленно уходить. Они уже собираются уходить, когда Дэн зовет Ханна обратно. Он начинает говорить Ханну обидные вещи, но Хан просит его остановиться. Хан говорит, что у него нет злых намерений по отношению к Дэну. Ему просто нужны воспоминания, и это все. Дэн продолжает оскорблять Ханна, и это причиняет ему боль. Затем Дэн предлагает Ханну убить его, если он знает, что он настоящий Зенсей. Когда Хан собирается убить его, Дэн вспоминает, как он спустился с горы и увидел Каи. Каи сказал ему кое-что очень важное, за что он винит себя, что даже спросил об этом. Он понимает, почему Каи пришлось бежать. Каи умоляет его не рассказывать теперешнему Тенши, Гаи его учителю, о том, что он узнал. Кайги знал, что Дэн очень скрытный человек, и поэтому рассказал ему об этом. Он скорее бы умер, чем рассказал кому-то еще. Однако по дороге обратно в горы на Дэна напали. Ему отрезали ноги и руки во время пыток. После этого Дэн попытался покончить с собой, но его учитель остановил его и сказал, что он должен жить дальше. Тогда он решил так и поступить, хотя и не хотел быть обузой для своего учителя и Га. Однажды Га сказал ему, что обычно он разговаривает во сне. С того дня Дэн решил, что больше не будет спать, чтобы не выдать тайну, которую так старательно хранил. Он винит себя за то, что спросил Кея, куда тот направляется. Он признает, что сам виноват в этом. Ему следовало просто отпустить Кея, не расспрашивая о подробностях. Он подумал об этом и извинился за то, что причинил неудобства своему хозяину и всем остальным. Он был для них обузой все это время. Наконец Дэн может отдохнуть, когда Хейн втыкает ему в голову иглу. Хейн закрывает глаза в знак уважения к нему и желает ему спокойной ночи. Рассказав своим людям, как он убил Дэна, он просит Рю показать им воспоминания, которые тот получил от него. Команда соглашается, чтобы Хейн продолжал быть их боссом. В конце концов, он дал им нечто важное. Затем он отдает приказ, поскольку он их хозяин. Он говорит всем членам Зенсея, что они должны оплакивать Дэна в течение недели. Он говорит, что любого, кто этого не сделает, нужно будет устранить. Хейн сомневается в этом, и старик говорит, что он может убить его прямо сейчас. Хозяин отдал приказ, и они должны его выполнить. Затем Хейн добавляет еще одно указание. Он говорит, что расшифровка воспоминаний может занять некоторое время.
Он не хочет, чтобы кто-то создавал проблемы в этот период. Он хочет, чтобы они затаились и ничего не делали до тех пор. Теперь в горах монахи и все остальные узнали, что Дэн мертв. Юи особенно винит себя в случившемся и плачет, как ребенок. Хуху пытается поговорить с Саран, но Джоан велит ей оставить его в покое. Позже мастер Юай, Унрю, узнает, что Юая исключили из секты. Он приходит к мастеру и требует объяснений. Мастер говорит, что принял такое решение, потому что Юа использовал навык неизвестной секте Пхуту. Мастер настаивает, что будет продолжать действовать, пока он остается главой Пхуту. В этот момент ему сообщают, что мастер Рох очнулся. Мастер направляется в одну из пещер на горе, чтобы поговорить со стариком Рох-Шике. С другой стороны, Ая едет в поезде и вдруг понимает, что за ним следят. Он использует свои навыки, чтобы сойти с поезда, пока преследователи не поняли, что он сделал. Он стоит на обочине, пока один из сотрудников его отца не приезжает за ним. Оказывается, его отец президент крупной компании. Ая уже давно уехал из дома, чтобы стать монахом. В следующей сцене Саран замечает, что Хуху молчит с тех пор, как они вернулись домой с гор. Он спрашивает, почему она молчит, и она отвечает, что Джоан сказала, что ей не следует с ним разговаривать, потому что он скорбит о погибшем. Она удивляется, почему Саран скорбит о Дэне, ведь они знакомы совсем недавно. Затем Саран садится поговорить с Хухуэ. Он думает, не рассказать ли ей о том, что ты ему рассказал, и о том, почему он не принял роль Тенши. Он также узнает, что Хуху беспокоится, потому что ей некуда возвращаться. Тогда он решает во всем признаться. Он звонит Джо Яну и рассказывает ему все, что тот должен знать. Джо-сан здесь, так что нет необходимости звонить ему по телефону. Он говорит им, что их с самого начала вводили в заблуждение. Он солгал, что единственный способ узнать правду о войне Кашин — это чтобы Хохо защищал его. Он солгал только Джоха и Хохо, но это не совсем ложь. Он просто кое-что утаил. Каги знает, что прошлое Хохо связано с войной Кашин, но не все. Он напоминает им о встрече со старейшинами, где Тенши отказался говорить, пока остальные говорили. Это потому, что Тенши скрывает важную информацию. Дело в том, что правда заключается в том, что Саран должен стать Тенши. Затем он рассказывает, что заметил неладное, когда Гай пытался передать ему право Тенши. Вот почему он отказался. Он понял, что с Гектара что-то случится. Он спрашивает Гектар об этом, и тот в гневе выгоняет его. Тогда он понял, что ритуал Тенши проводился, чтобы привязать его к Теншифу. Саран предполагает, что путь тайных искусств берет начало от Тенши. Затем Саран говорит, что их задача — узнать о прошлом каждого, а не о войне Кашин. Сарану кажется, что выжившие в войне с Кошином знают что-то о прошлом, и они должны пойти к ним. Рикукин — один из них, и он, возможно, захочет поделиться информацией, потому что спас свою дочь.